Вычисляется 2500 рублей. Если на этом видео наберется 30 тысяч лайков, то я выделю бюджет в 2 раза больше. Дима, почему везешь тележку, а не ты? Я Дмитрий, и алкоголик. Какие же они секостные. Ого, Димон. Тихо, она треснула. Дима, ребят, только что поломал лодку за 280 тысяч гривен. Ребятушки, очень жестко подсел в World of Tanks. Давно в них играл, потом как-то пропустил и снова начал рубиться. Мой ник в игре Чент, ссылочка в описании. По ней вы можете скачать игру бесплатно, получите голду, получите премиум танк. Мой ник в игре Чент. Давайте во взводе рубиться вместе. Игра полностью бесплатная, не требует никаких вложений. Просто качаете и играете. Давайте разрывать врагов вместе. Просто вот новый обновленный график — это что-то. Ссылка в описании. Всем привет, ребятушки, с вами Чент, и это наш новый вложик «Что купит школьник». На прошлом видео, где был Димон, я говорил, что если вы поставите 10 тысяч лайков и больше, то будет следующая часть, где школьнику выделю 2500 рублей. На наш это 1000 гривен. И вы эти лайки собрали очень быстро, я выполняю свое обещание. Сказал, сдерживаю. Итак, ребята, сегодня Димону вычисляется 2500 рублей. Это 1000 гривен. У него сегодня гипс. Кто не смотрел ролик, что же его с рукой случилось, он либо вышел, либо выйдет. Ждите, ссылочка будет в описании. Вы узнаете, откуда у Димона гипс. Эта история прямо, ну жесть, ребята. Герой, но объясню потом. Если что, посмотрите. Итак, Димон, ты сегодня призвал меня приехать в эпицентр. Мы сегодня не в Ашане. Да. Почему? Потому что надо кое-что купить. Потом то, что мне понадобится через месяц. Потому что гипс. Йоу. Типа, надо купить какую-то элитную водку? Почти. Приехали в эпицентр за тем, что здесь есть огромный спортивный магазин. И если вы смотрели предыдущий выпуск, то Дима искал себе перчатки. Перчатки для того, чтобы стоять на воротах. И их там не было в Ашане. А вот в эпицентре, ну, мне кажется, выбор больше. Это вообще такой строительно. Тут очень много чего есть. Даже велики есть. Итак, Дима, для того, чтобы тебе что-то покупать, тебе что нужно сделать? Снять деньги, да. Ну, я уже их снял. Если я их снял, то что нужно сделать? Вывести. Вывести с моего кошелька, да? На твой карман. Итак, Димон, подписчики, в общем-то, выполнили просьбу. Они собирали 10 тысяч лайков. Ребят, если вы хотите, чтобы я уже Диме выделил 5000 рублей, на этом ролике должно быть 30 тысяч лайков. Это ваше право. И реально, наберете, я свое слово выдержу. 5000 рублей школьнику. Реальных, не каких-то постановочных, как люди там снимают в интернете. 100, вы, наверное, эти ролики видели, 100 тысяч рублей, миллион школьнику, это все постанова. Ребят, реальных 5000 рублей я выдам Диме, если на этом ролике наберется 30 тысяч лайков. А это реально. Выделяю тебе 1000 гривен, это 2500 рублей. Ну что? Это моя месячная зарплата. Димон как зашел, так и вышел. Потому что в руках таскать, ну, ему сегодня не особо будет удобно. В руке максимум. Поэтому в помощь ему придет тачка. Куда мы сначала идем, Димон? Спорт. То есть реально в спорт. О, с Диминой рукой реально только в спорт идти. Пока Дима брал телегу, к нам еще приехала Ира. Димон, как тебе одну руку управлять? Вообще сложно. Что такое? Что, слушай, что ты шкульгаешь? Потому что ударился. А вот уже тачка на ногу наехал. Давай, Димон, давай. Ну, конечно, оно держит. Эта система такая для того, что кто криворукий, чтобы потом тачка обратно не поехала. Дима, почему везешь тележку, а не ты? Потому что... Всем привет. Я Дмитрий, и я алкоголик. Пью уже 3 года. Не могу избавиться от этой болезни. А это, ребята, только что была визитная карточка Димы. Но на самом деле он не алкоголик. Он великий спортсмен с гипсом. Что, Димон? Сколько? Ты нашел ораторские перчатки? А можно спросить нужно, Ценник? Не только... Есть размеры разные. Это Nike, слушай, это оригинальные какие-то, мажорные. Сколько стоит, просто интересно? 750 гривен. Ого, 800 гривосей, Димон. Какие же они секостные. У Димы, короче, весь бюджет, а у него были разные планы. Он вообще хотел не только перчатки, он хотел себе еще купить мангал с шампурами, потому что они с друзьями очень часто ездят на озеро. И типа говорят, было бы неплохо там типа потусить, мяска пожарить. Но я чувствую, с такими тратами, если брать оригинальные перчатки Nike, почти за сколько там, 800 гривен, да? То на мангал Дима не хватит.
Либо на какой-то галимый вообще такой мангал, что я не знаю. Как тебе, Дима, одной рукой собирать? Нормально? Вообще, Представляешь, как людям вообще, которые без рук живут? не Вообще дай жопа. бог такого никому. Короче, ребята, Димон в раздумьях. То есть у них здесь есть перчатки, которые ему очень нравятся. Но прикол в том, что он не хотел бы столько тратить, а хотел бы что-то подешевле и еще другого накупить. А тут получается так, что ему придется взять перчатки и все. Ну еще хватит там на какие-то, может быть, мелочи. Да, Дима, оригинал стоит очень дорого. Дима в раздумье. Он вроде бы и не против купить себе эти перчатки, но он понимает, что у него потом ни хрена не остается, кроме этих перчаток. Поэтому он пришел побуцать какой-то мини-футбольчик. Итак, болельщики садятся сбоку. Ой-ой-ой, Димон. Без перчаток вообще игра не идет, да? Дима на Олимпийских играх. Давай, Дим, беги. Итак, ребятушки, Дима инвалид против Иры. Кто же добежит первым? На старт, внимание, марш! Димон бежит сейчас. О, это, ребята, какой-то бонус. Apple Watch какой-то выпал у Димы. Это чей? Это Ирина? Да. Ира, что, все? Жопа часам разбила? Дима, ты можешь спокойно вместо перчаток взять себе гантелю и качаться. Не, ну думаю, такое ты обосрешься. Я думаю, тебе нужен более детский вес. Ого, Димон. Ого, ну все, трындец. Давай. Не всрался, нормально? Поляхам ничего не потекло? И на голову. Тум, 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 тум. Тум, тум, тум. Тум, тум, тум. Не, Дима, что-то пузо не уменьшается. Легкая? Ого, Димон. Офигеть, да ты качок прям. Не усрался еще? Нормально все? Да что, Дим, может вместо перчаток возьмем все тренажер? Сходство. Да. Ну, цена немножко такая, ну, у тебя всего 1000 гривен, а тут 31 тысяча гривен с половиной. Ну, может хватить. Дима, вот на что тебе хватит. На блендер. Даже гривна еще останется. А если порвется? Не порвется на туре. С такой пустой. Сейчас как рэпнет под тобой. Димон, у всех вообще машины. А у тебя будет лодка. Смотри какая. О, слушай, вентилятор 20... Сколько? 273 тысячи? Судно это стоит? Хера себе оно дорогое. Давай. Тихо, тихо, она треснула. Треснуло? Дима, ребят, только что поломал лодку за 280 тысяч гривен. Бунгало. Понял? Типа это отдельная комната, и это отдельная комната. Для двоих, да? Димон, я думаю, что тебе нужна такая штука. Как тебе? Четко? Вот не выходя из комнаты можешь срать. Здесь вообще, ребят, какая-то палатка с туалетом, с матрасом. У нас кто-то живет здесь, Да, Дима? может быть. Вот здесь вообще там бомжи ночуют. Прячутся Тут где-то. работники. Никто не насрал сверху, нет? Вроде бы чистенько еще. Никто не надзюрил. Было бы странно, прикинь, открываешь, а там говно. Вы прикиньте, ребята, открываете такой унитаз, а там говно уже лежит. Знаете, какая хрень, ребята, непонятная? Зашли мы с тачкой. Что-то ходили, оставил на Иру. Тачки нету. Ира, где тачка? В какой момент ты опустил ее из рук? Нахрена мы эту тачку таскали с собой? Чтобы в итоге ее оставить где-то. Спустились мы на первый этаж для того, чтобы посмотреть мангалы и сетку. Хотя мне кажется, что Димон не купит мангалы и сетку. Он думал, в общем-то, взять себе для того, чтобы погулять. Но он думал, что перчатки будет, а гривен там 300, мангальчик там, 500. Мангальчик, а сеточкой на все хватит. А тут мангалы, ну слушай, Дим, 500 гривен. Вон, Дима, 200 гривен, смотри. Димон, О, 200? смотри. 210. 200 гривен и мангал твой. Ну тогда... Тогда без сетки. Мясо так будем кидать. Дима, все кассетка есть. С друзьями можно будет бухнуть, как ты любишь, и мяско пожарить. Димон еще, короче, ребята, предложил нам провести 24 часа в лесу.
Как вообще вам такая идея? Я вам только говорю, просто шуточно, типа, получим в лесу с волками, с лисами, с медведем подружимся. А он говорит, а реально, четкая идея. Вот, поэтому скажите, ребята, вообще вам интересно было бы 24 часа в лесу? Вот реально в лесу, не в каком-то парке, а у нас тут есть недалеко один лес, не знаю как волки, но там есть лисицы. Вот, я там не раз видел лисицу. И вот было ли вам интересно бы 24 часа в лесу? Мне кажется, это очень жестко, тоже интересно. Если да, то поддержите лайком, пишите в комментариях: Андрюха, давай ночевку в лесу. Вот если вижу, что в комментариях много таких вот про лес будет написано, то мы снимем ночь в лесу. Мне, если честно, интересно и стрёмно, и интересно, два в одном. Короче, я решил взять большую сетку, чтобы больше всего, ну, типа, много было, много шашлыков сразу. Ой, Будем большую сетку брать, чтобы больше шашлыков. Да. И что еще? Мангал? А что, перчатки? Найдем. То есть будешь с друзьями, в общем-то... Ну, главное, чтобы было на чем жарить, да? Перчатки зажарим. Короче, Димон, я понял, решил брать сетку. Ну, сетку он решил взять, но на мангал он решил сэкономить. Смотри, Дима, 400 гривен мангал. Но, говорит, ему до сраки, говорит. Типа, ему хочется перчатки. Ну, это же видео о том, что потратит школьник. Я же должен ему навязывать, что ему там больше нужно. Если он считает, что ему нужны перчатки и мангал, точнее, не мангал, а сетка. Хотя странно, сетка без мангала. На кирпичах будешь жарить? Ну, тоже ладно. На кирпичах-то не проблема. Я как-то жарил на кирпичах. Как вкусно. Ну, нормально. Главное, жарить не на палках. А когда есть сетка, то уже хорошо. Так что, Димон, идем за перчатками? Да. Найки! Что я вам могу, ребята, сказать? Как только повысился бюджет, Дима вообще не думает о еде. Это очень странно. Возможно, когда Дима уже 2 раза обрыгался той уже едой, она уже просто не лезет. Мне просто хочется каких-то крутых вещей, например. Который не просто сожрал, забыл, да? Да. Не, ну я соглашусь, там реально перчатки были крутые. Это оригинальные найковские перчатки, которые стоят 800 гривен. Ну, блин, в рублях это примерно 2000 рублей. Почти где-то вот в этом районе. Я считаю, это неплохая цена для перчаток, согласитесь. Ну и как раз ему четко хватает на сетку. Ему не хватило на мангал, как он думал. Что он мне говорил, что он хотел купить мангал, он хотел купить сетку либо шампуры, и он хотел купить перчатки. Я просто думала, что перчатки будут 500 гривен стоить, ну никак не 800. А тут такое подстава, да? Да. Ну ничего, ребят, если вы хотите, чтобы Димон получил больше бюджета, что я вам говорил, ребят, бюджет повысится, если вы поставите 30 тысяч лайков. Мы не снимаем постановы, мы снимаем все как есть. Даются реальные деньги, Дима реально решает, что себе покупать. Я скажу честно, ну, сетка, как для школьника, покупка такая себе. Плюс Димон еще предложил такую реально крутую идею, снять ночь в лесу. А для этого эта сетка точно понадобится. Подумал о Ченди. Боже, как приятно, да, ребята? Решил, в общем-то, взять то, что может он взять для съемок. Ну, молодец, он на самом деле хорошие идеи придумывает. Ребят, вернулись мы, в общем-то, обратно и телегу свою нашли. Дай ему по морде. Ох, нормально дал ему, да? Сейчас Дима вывалишь его отсюда. Дима сейчас подерется с манекеном. Был вариант взять со вставками какую-то, не знаю, какую-то фирму, я такую даже не знаю. Или взять Nike или Adidas, только без вставок. Но будет типа больно так чуть-чуть ловить. Я считаю, что Дима все-таки сделал правильный выбор. Во-первых, он взял на 250 гривен дешевле. Ну, слушайте, я потрогал, ну, качество реально хорошее. Плюс там есть вставки. Я считаю, что не всегда нужно переплачивать за бренд. Согласись, Димон. Ну что, вот димоновские перчатки. Да. Не, ну слушай, ну не такие прям и коробка такая интересная. Плотненько. Ну видно, что они по размеру больше, чем у тебя найковские, реально. Да. И как бы это со вставками. Ну, мне кажется, за вставками это более безопасно. Тогда вопрос, Дима, следующий. У тебя осталось деньги на мангал? А сколько осталось? Ну, гривен 150, ну какой-то на галимку это мангал, получается. Там есть мангал за 180. А вот, ребята, Снежка ходила по эпицентру. Она делала свой челлендж. На что потратит Снежка свои деньги? На вешалки, на Ровента расческа электро, потом шампунь там и этот... Электрорасческа? Это что такое? Она типа с розеткой, и так расчесываешь волосы, они разглаживаются такая. Расческа типа, с розеткой? да, А ну которая- покажи. Она Стой. просто не вредит волосам, типа, ну, не такая, как утюжок, а обычная, типа, как расческа, и она не вредит волосам. Электрорасческа. Да, с А розеткой. ты пробовал вообще ее? Да, она разлаживает, вот смотри. Один разлазила. Ну, вроде Просто такие же самые уже волосы. уже запутались просто, я ж ходила.
Вот, разгладила. И дорогое? 700 гривен. Слушайте, ни хрена себе расчетка 700 гривен, ребята. У нас расчетки 100 гривен 50, ну 100. Хорошая. Это Равента. Это Равента, это синокруто типа, да? Да. У меня еще, ребят, короче, появилась такая идея. Если на этом видео наберется 30 тысяч лайков, то я выделю бюджет в 2 раза больше, и в этом видео будет и Ира, и Дима. То есть будет баттл школьников. Я эти деньги им выдам, и посмотрим, что же купят уже на сумму в 1000 гривен Дима и Ира. У каждого будет в 5 раз больше, чем был эксперимент, когда мы снимали со Снежкой. Когда мы снимали со Снежкой, у Иры было 200 гривен, и у Димы было 200 гривен. В этот раз можно повысить бюджет в 5 раз, ребята, в 5. Вы хотите этого? Чтобы было продолжение, что купит школьник. И в этом видео снимались и Дима, и Ира, и бюджеты были у каждого одинаковые, чтобы вы могли сравнить. Вам не тяжело, ребята, просто лайк поставить. Согласитесь, за это не нужно платить деньги, ничего. Но мне будет приятно, и я вижу, что вам просто это интересно. И, ну здесь, Димон, конечно, мангалы не дешевые. Собственно, за 200 гривен, я не знаю. Я могу, ребят, конечно, если честно, взять и за свои деньги купить ему мангал, только получше. Потому что, ну, знаете, у него как бы остались эти деньги, но он хочет какой-то якобы мангальчик, чтобы у него была сеткой. Но они, согласитесь, ну реально говняные за эти копейки. Димон хочет мне отдать остаток денег. И, в общем-то, я куплю мангал, но как бы больше за свой счет, что-то получше. Ну и в итоге, когда ему будет надо, я буду ему этот мангал давать. Согласитесь, вроде, мне кажется, это более правильно, чем просто купить вот это вот доробло. То есть, ну, блин, ну никакое. Вот, а так Димон, в общем-то, решил пожертвовать. Говорит, Андрей, говорит, ну я не куплю, говорит, за эти 150 гривен то, что я хочу. А тратить сейчас на что попало, я тоже не хочу. И он предложил, в общем-то, очень круто оставить мне свою сдачу. Как-никак, ну это тоже почти 200 гривен. И я уже доложу своих и куплю какой-то, может быть, нормальный мангал. А когда Димону надо будет, я буду ему давать. Ребят, крутой поступок от Димы? Я считаю, да. Подсказали нам с мангалом, сказали не переплачивать деньги. Вот такой вот мангальчик, причем он со скидкой 590 гривен, и он складывается. Вот такой, в общем-то, решили взять мангал. Ну вот такой вот, в общем-то, выпуск. Я надеюсь, ребята, что вам понравился. На что потратит школьник 2500 рублей. Если так, то, напоминаю, поставьте лайк. Если будет 30 тысяч лайков, то в следующем ролике бюджет будет 5000 рублей, это 2000 гривен. Буду тратить Дима и Ира. Все зависит только от вас. Поэтому поддерживайте, подписывайтесь на канал. С вами Андрей Чент. Всем пока.